Приветствую, друзья! Бои на линии фронта не стихают ни на минуту, и можно заметить, что наши бойцы, операторы дронов сейчас просто достигли невероятных высот и конкретно, конечно же, уже в комбинированном таком подходе уничтожают натовское вооружение. Вот и гаубица М3 уничтоженная, вот и различные другие системы вооружения и, конечно же, в большом количестве натовские пикапы, потому что на поле боя пикапы с установками РЭП это сейчас основное средство передвижения натовских войск. И, конечно же, другие также вот объекты, которые представляют интерес для русской армии, также регулярно уничтожаются. И подобная история, конечно же, говорит о том, что сейчас дроны на оптоволокне просто стали действительно очень и очень грозным оружием. И раньше просто невозможно было себе представить, насколько серьезную опасность данные дроны несут, но тем не менее результаты говорят сами за себя. С учетом того, что у натовской частной военной компании ВСУ таких дронов на оптоволокне становится все больше, конечно же, наши бойцы русской армии сейчас устраивают подобным дронам засады, потому что когда дрон, собственно, рядом пролетает где-нибудь в лесу, либо на открытой местности, то туда сразу устремляются наши бойцы, и главное это вот перерезать оптоволоконный кабель, который за этим дроном, собственно, тянется, и как только кабель перерезается, то управлять дроном невозможно, и он просто падает и взрывается, и таким образом не достигает цели. И подобного рода тактика засад сейчас на поле боя нашими бойцами очень и очень распространенно, так и серьезно применяется. Ну а пока режимники Зеленского натовских наемников сейчас маркируют как пропавших без вести, и сейчас этих уже пропавших без вести гораздо больше, нежели официально уничтоженных натовских наемников. Мы видим, что натовские различные аналитики вынуждены признавать, что несмотря на все эти потери, все равно русская армия продвигается вперед и продолжает уничтожать еще в больших количествах натовских наемников, что говорит о том, что в принципе за 25 год темпы уничтожения натовских наемников просто побили все рекорды и гораздо уже превзошли цифры и 2024 года. А этот год для натовской ЧВК ВСУ был очень и очень, знаете, печальным. Активно работают по всей линии фронта дроны Камикадзе Ланцет и методично, без шума и пыли уничтожают натовскую технику, и на кадрах уничтожение очередной бронемашины. И это, конечно, далеко не предел, потому что Ланцеты сейчас, конечно же, работают на очень большую глубину фронта, и, собственно, конечно же, разведывательный контур для дронов Камикадзе Ланцет также сейчас очень серьезно модернизируется для того, чтобы исключить натовскую тактическую ПВО в виде FPV-дронов. При этом все чаще режимники Зеленского начинают подозревать, что скоро Покровск и не только перейдет под контроль русской армии. И глядя на карту, конечно же, также можно прийти действительно к таким выводам, что очень скоро, собственно, Покровск, который сейчас уже практически постепенно становится красноармейским, конечно же, либо попадет в полное окружение, либо, собственно, сейчас натовские наемники будут вынуждены оттуда быстренько сворачивать манатки и бежать. Ну и, конечно же, и Мирноград, и другие города также последуют в этой логике. Отдельно натовские наемники указывают на то, что русская армия по реке Днепр установила полосу смерти на десятки километров, и это очень серьезно затрудняет жизнь натовским наемникам, и конкретно выглядит на практике это, конечно же, регулярными ударами наших дронов Камикадзе. И на кадрах можно заметить по месту расположения натовских наемников просто регулярно прилетают дроны Камикадзе и Герани, что туда только не летит, и фактически, конечно же, несколько прилетов и очень большие потери в матчасти у натовской ЧВК, и, конечно же, подобного рода тактика, она очень серьезно деморализует, и так, собственно, деморализованных натовских наемников. Однако еще больше деморализуют натовских наемников регулярные удары от ВКС РФ баллистическими ракетами «Искандер» по различным полигонам. И в Черниговской области зафиксирован конкретно полигон, и уже, конечно же, разведывательный контур русской армии вскрыл, где конкретно места скоплений натовских наемников, и по этому скоплению сначала отработали «Искандером» с кассетной боевой частью, ну а потом добавили уже «Искандером», который
с вот объемно-детонирующей боевой частью. И, естественно, натовские наемники сейчас вынуждены были это признать. И, конечно, вот уже подтвердилась информация, что там более 200 персонажей вот, натовской ЧВК ВСУ 200 и около нескольких сотен 300. Кстати, ВКС РФ также продолжили удары по колонии в Запорожской области, которая использовалась натовской ЧВК ВСУ, которая находилась в 10 километрах от линии фронта. И на кадрах можно заметить, как в принципе она догорает. Ну и, конечно, идет охота за операторами натовских дронов различных, в том числе и типа Баба Яга, и, конечно же, их за это очень жестко наказывают. Но в городе Сумы, по утверждениям натовских наемников, русская армия вовсю испытывает очень перспективный дрон Камикадзе и Талмас. И на, собственно, заявлениях можно отметить, что сейчас этот дрон очень серьезно развивается и может представлять очень серьезную угрозу, потому что там все-таки 25 килограмм взрывчатки, ну и системы наведения очень и очень разнообразные. А вот натовскую разведку особо волнует то, что сейчас на наших российских аэродромах вовсю возводятся очень серьезные бетонные укрепления для самолетов. И, конечно же, таким образом наша боевая авиация будет просто в ближайшее время вообще практически неуязвима для атак натовских различных дронов по военным аэродромам. И это на самом-то деле очень, знаете, серьезный вызов для натовской ЧВК ВСУ, потому что, собственно, пользуясь тем, что десятилетия вот, был мир, и западные страны якобы не планировали нападать на страны, которые сейчас сформировались в результате распада СССР. Но, тем не менее, мы видим, что реальность поменялась, и сейчас конкретно делают аэродромы так, чтобы, естественно, можно было отражать атаки блока НАТО и достаточно эффективно. На этом фоне служба внешней разведки России обозначила, что в Швейцарии, в Альпах прошла встреча, и на этой встрече присутствовали, конечно же, представители англосаксонской элиты, и они обозначили, что, собственно, на должность гауляйтера, а вот Недорейха выдвинут пан Залужный, и его нужно, конечно же, максимально утвердить и легализовать в ближайшее время. Для этого они вызвали экстремиста и террориста пана Буданова, конечно, на встречу. Ну и, конечно же, пана Ермака, который расставлял кадры на места за вот правление режима Зеленского. И, конечно, эта вся история, она четко свидетельствует о том, что западные страны планируют и дальше пользоваться максимально своей колонией Украины. И сейчас вот проходит расстановка кадров на будущее, потому что, очевидно, Зеленского будут постепенно списывать. Ну а для того, чтобы натовские наемники не особо бунтовали, когда произойдет смена власти, скорее всего, им в этот момент поднимут зарплаты, потому что все-таки в Вашингтоне и Лондоне понимают, что лучше всего для того, чтобы контролировать наемников, им нужно просто дать чуть больше денег, и тогда они быстро забывают прошлого гауляйтера и хорошо воспринимают вот уже нового гауляйтера, тем более пан Залужный, это все-таки свадебный генерал, можно сказать, близок вот наемникам, можно сказать, элитный наемник ЧВК ВСУ, поэтому, конечно, эта логика сейчас для англосаксов максимально близка. На этом фоне Трамп уже отметил, что все-таки пошли 10 дней последних, которые он дал Российской Федерации перед введением очередных санкций. И, конечно же, до такой клоунады Байден не опускался, но тем не менее Трамп, он любит все театральное для вот неких таких вот вау-эффектов в социальных сетях, и поэтому, конечно же, вот уже очередные пакеты американских санкций будут подаваться как некие ультиматумы, и как будто Россия должна в эти 10 дней там сделать какие-то реверансы в отношении США. Это, конечно же, очень комично, особенно с учетом того, что США просто физически не сможет ввести реально серьезных каких-то ограничений. Очевидно, потому что Китай и Индия ни в коем случае не откажутся от российской нефти и газа. Вот. А США, если введут торговые ограничения против Китая и Индии, то таким образом это будет удар в первую очередь именно по США. Многие эксперты, кстати, отмечают, что сегодня США и Китай заключили 90-дневное так называемое торговое перемирие в отношении введения взаимных пошлин
Ну а это означает все-таки, что даже если 10 дней закончится, Китаю абсолютно плевать на пошлины из США, потому что в рамках договоренности США и Китая никаких пошлин в эти 90 дней, естественно, принимать не будут. Поэтому Трамп в этом плане, можно сказать, просто блефует и, естественно, ожидает больше какого-то медийного эффекта. Либо все-таки пытается вести подковерные переговоры, пытаясь таким образом давить на Кремль, что в принципе также абсурдная идея. Китай, в свою очередь, просто демонстрирует очень сильную позицию, в особенности в экономической сфере, ну и, конечно же, в военной. Вот конкретно засветили ракету воздух-воздух, которая может бить на дальность под 300 километров. С учетом современных истребителей китайских 5-го поколения, это для США очень, знаете, тревожный звоночек. На этом фоне цены на нефть, естественно, подскочили, и это, конечно же, дополнительный бонус российскому бюджету, который, как говорится, никогда не помешает. Поэтому можно сказать, что эти вау-эффекты от Трампа реально наполняют российский бюджет. Тем временем нейросети развиваются настолько быстро, что сейчас уже могут работать в режиме репетитора, то есть не выдавать конкретно готовый ответ. Если поставить режим репетитора, то таким образом к этому ответу социальная сеть будет подводить с учетом конкретно вопросов, которые будут поступать. А это говорит о том, что в очень скором будущем конкретно дешевые различные человекоподобные дроиды могут с учетом данного искусственного интеллекта конкретно заниматься с детьми, и причем очень даже результативнее, нежели обычные педагоги в некоторых случаях. И это все-таки очень серьезное подспорье в отношении того, а сколько в принципе рабочих мест останется, если серьезно заняться внедрением искусственного интеллекта в повседневную жизнь. При этом интересный инцидент сегодня произошел на Камчатке. Там произошло очень мощное землетрясение магнитудой 8,8 баллов. И это, конечно, очень страшное вообще явление землетрясения, но можно заметить, что на Камчатке оказалось хирургов это землетрясение застало в момент проведения операции. И можно заметить на этих видео, которые уже попали в сеть, врачи, хирурги конкретно никуда не уходят, не спасают свою жизнь, конкретно выбегая из здания, а все-таки продолжают операцию, несмотря на землетрясение 8,8 баллов. Это, конечно же, все-таки четко свидетельствует о том, что эти хирурги, все-таки спасая жизнь, рискуя своей жизнью, все-таки непосредственно продолжают выполнять задачи, несмотря ни на что. А это все-таки, знаете, говорит очень о многом, и это действительно люди, которые заслуживают государственной награды. Глядя на эти кадры, порой поражаешься логике англосаксов в отношении того, что они пытаются запугать наш русский народ различными санкциями, войной и так далее. Но я думаю, что если все-таки некоторые эксперты англосаксонские просто посмотрят на это видео, на этих конкретных хирургов, то я думаю, что у них начнется просто в голове слом сознания. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на него обычно в описании, либо вбивайте в поисковике запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.